Здравствуйте. Мы с вами продолжаем наш дифференциально-психологический блог. Наша тема сегодня будет связана с переходом от типологических разработок к теориям черт и некоторым стилевым характеристикам человека. Я хочу подчеркнуть то, что мы уже говорили, то, что типологическими подходами в основном занимались именно психиатры, врачи-психиатры. То есть для них вот такого рода разработки, выделение каких-то типов, да, они были полезными в их клиническом процессе, да, так сказать, процессе их конкретной врачебной работы. Кроме того, что мы с вами разобрали, вкратце, в общем-то, существует достаточно большое количество типологий. Это и типология Карла Юнга, и далее в плане развития уже происходящая от нее типология Майерс-Бриггс. И, соответственно, тут как бы путь идет в соционику. Это и достаточно сейчас уже известная специалистам типология, тоже, опять же, психиатра и психоаналитика Нэнси МакВильямс, и целый ряд других типологических разработок. В общем-то, мы на них останавливаться не будем. И я бы хотела подчеркнуть, что вот есть другой подход к особенностям человеческой личности. Здесь речь идет о теории черт, которая преимущественно разрабатывалась не психиатрами, а именно психологами. И, в общем-то, для нее характерен так называемый лексический подход для теории черт, который связан с тем, что вот из языка, естественного языка, выделяются какие-то особенности, которые могут использоваться для того, чтобы, так сказать, описывать личность, да, какие-то характеристики личности. Ну, например, там, искренний, честный, там, ироничный, как бы трусливый, да, вот любые слова, которые уже в языке существуют. И, соответственно, теория черт очень тесно связана с различными методами математической статистики, при помощи которой как раз формируются различные факторные структуры или какие-то различные как бы группировки этих характеристик из языка. И, соответственно, в результате возникают различные так называемые личностные опросники, которые дают возможность построить некоторый профиль личности по тем или иным чертам. И здесь просто как бы если некоторыми такими назывными предложениями это определять, можно выделить такие разработки, как, допустим, разработку Раймонда Кителла, когда можно построить профиль личности по определенным характеристикам. Можно назвать и чуть-чуть остановиться на такой как бы разработке Ханса Айзенка, достаточно, наверное, у нас уже популярный, известный, вот с этим, так сказать, знаменитым кругом Айзенка, который возникает на пересечении двух осей. Одна ось – это психическая стабильность, психическая нестабильность или нейротизм, и вторая ось – это интроверсия и экстраверсия. И интересно то, что Айзенк, в общем-то, не стремясь к этому специально, в результате получает 4 сектора этого круга, в результате именно статистических, так сказать, методов, которыми он пользовался, получает 4 сектора круга, которые он совершенно честно называет холерик, меланхолик, флегматик и сангвиник. Наверное, одна из наиболее таких популярных на настоящее время разработок в области теории черт – это так называемая большая пятерка личностных факторов, на которой я очень вкратце могла бы сейчас остановиться, просто для того, чтобы вы могли себе составить представление о состоянии этого поля. Да? Значит, большая пятерка личностных факторов. В общем-то, методология получения ее та же самая. То есть это в основе своей этот лексический подход, только уже, так сказать, многократно использованный, да, и как бы прошедший многократное укрупнение тех единиц, при помощи которых описывается человеческая личность, черты личности.
вот здесь идут такие черты, как значит, экстраверсия, которая понимается как вовлеченность, как вот как бы ну, стремление, так сказать, вот в окружающий мир и интерес к окружающему миру. Противовес, как бы вот это полярная такая, да, система факторов, то есть есть как бы два полюса, да, экстраверсия и противовес, противоположный полюс – это спокойствие, пассивность. Значит, второй фактор – доброжелательность, теплота. Противоположный полюс – это враждебность, эгоизм, недоверчивость, как бы такая вот холодность. Третий фактор – добросовестность, надежность, организованность, то есть такая рабочая характеристика. В противоположном полюсе идет небрежность и беззаботность. Четвертый фактор – эмоциональная стабильность, расслабленность, уравновешенность. Противоположный полюс – неврозность, удрученность, раздражительность. Я думаю, что вы уже здесь вот чувствуете, что первый и четвертый фактор очень напоминают вот это две шкалы Айзенка – экстраверсия, интроверсия, и значит, вот вторая шкала у него нейротизм или эмоциональная нестабильность. Ну и пятый заключительный фактор большой пятерки, еще называют эту систему Big Five, это культурность, креативность, спонтанность. То есть как бы вот один полюс фактора, противоположный полюс фактора – это ограниченность, заурядность, узость интересов. Значит, вот это вот как бы максимально укрупненные черты, которые на настоящий момент получили психологи. Но очень важно, наверное, как бы вкратце сказать о том, вот каким образом они дошли до жизни такой, потому что первоначальный вариант лексического подхода, он просто, так сказать, начинался с того, что были выделены 36 тысяч слов английского языка, которые, в принципе, можно каким-то образом приспособить для обозначения человеческих характеристик. И вот путем многократного, так сказать, поэтапного, так сказать, укрупнения вот этих характеристик получились вот эти вот в конечном итоге большая пятерка личностных факторов. И надо сказать, что существует тест. Вот если есть какое-то такое любопытство к этому полю, да, существует тест, значит, большая пятерка личностных факторов, и, наверное, большим плюсом его является то, что можно получить как вот эти вот большие факторы, 5 факторов, как бы максимально укрупненных, так и получить более дробные факторы, которые, так сказать, их там будет порядка 20, и, в общем-то, они дадут более такую детализированную картину вот именно черт личности данного конкретного человека. Если говорить о вообще природе, да, вот этого понятия черта, да, то есть вот чему соответствует слово черта в нашей жизни. Здесь, наверное, надо обратиться к классику вот этого лексического подхода Гордону Олпорту, американскому психологу, который как раз вот 30 лет своей жизни посвятил этой проблеме и предложил некоторые такие признаки, которые действительно выделяют черту. Да? Вот как он определял черту. То есть черта личности – это как бы предрасположенность действовать определенным образом в широком диапазоне ситуаций. Да? Черта личности – это склонность, да, тенденция действовать определенным образом в широком диапазоне ситуаций. И таким образом вот он выделял у черты несколько признаков. Значит, во-первых, то, как она развивается. Да? Черта развивается из привычки. Да, как бы, но это гораздо более обобщенное такое образование, чем привычка. Вот, к примеру, Олпорт приводит, так сказать, развитие такой черты, как, допустим, аккуратность и опрятность. Да? И он говорит, что вот, скажем, ребенок с детства приучается родителями вот к тому, чтобы сначала, допустим, вот застилать свою постель, просто вот одеялко, так сказать, подтягивать к подушке. Потом он приучается, так сказать, застилать свою постельку, так сказать, полностью. Да? Потом он приучается убирать свои игрушки после того, как поиграл, а также, так сказать, параллельно, там, не знаю, чистить зубы, там, умываться
по утрам и вечерам и так далее. И потом уже, так сказать, по совокупности вот всех этих привычек возникает вот такая вот большая черта, как аккуратность, опрятность и так далее. То есть вот черты действительно формируются из привычек, о чем, в общем-то, конечно, любому воспитателю очень полезно знать. То есть просто можно, так сказать, представить себе, да, из каких привычек могут быть сформированы те или иные черты, которые очень хочется воспитать у ребенка. Далее, когда Олпорт говорит о том, вот можно ли черту, что называется, пощупать руками, говорит нет. Но ее можно выделить либо путем длительного наблюдения за человеком, либо, так сказать, создав некоторое стандартное, так сказать, орудие, стандартное диагностическое средство и посмотреть о распределенности, так сказать, черты, допустим, в популяции, да, или вот научиться диагностировать черту через какой-то опросник. Далее он говорит о том, что вот черты, вообще-то говоря, как бы могут быть связаны друг с другом. И об этом говорят всевозможные исследования, когда получают корреляции между различными чертами. И это означает, что действительно вот это очень живое такое поле, когда, так сказать, черты могут быть в какой-то степени перекрываться или и в какой-то степени быть, так сказать, самостоятельными. Вот. Ну, в частности, вот он опять же приводит пример такой черты, как проницательность. Оказывается, что эта черта, например, коррелирует с такой чертой, как чувство юмора. Да? Но это разные черты. Чувство юмора и проницательность. Но вот он полагает, что есть определенные какие-то общие основания для них, которые вот вырастают в две разных черты. А основания – это, ну, скажем, способность подмечать какие-то тонкие детали, да, вот именно вот такая вот наблюдательность, да, то есть вот она может вести к развитию и, так сказать, чувства юмора, и вот такой вот проницательности, как отдельных черт личности. И важный как бы момент в определении черты по Олпорту следующий. Значит, вот он говорит, что черта может как бы быть, ну, носить некоторый системный характер, а может быть носить некоторый частичный характер. И опять же приводит пример из жизни. Вот представим себе некую даму, скажем, ее зовут Нэнси, и эта Нэнси невероятно, так сказать, аккуратно выглядит. Она всегда очень хорошо, аккуратно одета, все выглажено, все очень чистенькое, все очень хорошо подобрано, она очень хорошо причесана, вот она вот вся такая аккуратная. И мы можем заподозрить у нее вот эту черту аккуратности. Но если мы посмотрим, что творится в, скажем, рабочем кабинете Нэнси, то мы увидим, что там полный хаос, все перемешано, и никакой аккуратности мы там не видим. И вот он как раз и говорит о том, что действительно вот эти черты, они могут иметь частичное проявление у человека, так сказать, по отношению к разным вот частям человеческой жизни. Да? Скажем, по отношению к собственной персоне это может быть одно, а по отношению, например, к собственному дому, да, или, допустим, кабинету рабочему, это может быть другое. То есть вот это все на самом деле как бы вот немножко, может быть, осложняет понятие черты, но тем не менее проясняет то, что же это такое, что психологи понимают под названием черта, под словом черта. И еще очень важная, так сказать, характеристика, которую дает Олпорт, это то, что черта не является как бы чем-то неактивным. То есть если у человека есть черта, то она, наоборот, подталкивает человека к тому, чтобы он попадал в те ситуации, в которых эта черта будет проявляться. Тоже очень важное такое наблюдение. И опять же, вот он приводит в пример некоторую, так сказать, студентку, допустим, да, которая обладает такой чертой, как общительность. И при этом мы можем видеть, что она не просто сидит, так сказать, в ожидании каких-нибудь вечеринок, там, собраний, дней рождения и так далее, а она сама активно, скажем, участвует в организации каких-нибудь социальных событий, да, в организации каких-нибудь вечеринок, и тем самым вот эта ее черта проявляет свою активность и в какой-то степени формирует ее поведение. Вот как бы такая у нас теория черт, достаточно влиятельная в психологии, которая нам дает возможность
как-то описывать человеческую индивидуальность с точки зрения ее проявления, ее характера, проявления личности человека в тех или иных ситуациях. По причине, да, большого разнообразия различных вот этих вот теорий черт, да, и различных разработок, различных тестов, я, конечно, не могу долго останавливаться на этом. И я бы хотела, чтобы мы с вами как раз перешли к такой теме, как способности. Мы как раз с вами говорили о том, что вот среди душевных свойств тема способностей и такая характеристика, как способность, да, она является весьма важной. Значит, в принципе, если говорить о способностях, да, то, конечно, эта тема является очень актуальной для родителей, которые отправляют ребенка в школу, да, или уже в дошкольном возрасте присматриваются к тому, какого рода способности могут развиться у чада. И, в общем-то, вот если говорить о научном подходе к способностям, да, то можно начать с определения. Определение достаточно простое. Способность – это некоторое психологическое свойство, которое является условием успешности исполнения той или иной деятельности. Да? То есть способность – это некоторое свойство, которое обусловливает успешность выполнения той или иной деятельности. И, соответственно, способность тем выше, чем выше результат деятельности, то есть как бы чем лучше качество деятельности, чем выше скорость овладения деятельностью при начале, так сказать, формирования способностей. И, соответственно, способность тем ниже, чем больше труда требуется для того, чтобы овладеть той или иной деятельностью. Если отвечать на вопрос, который я нередко задаю студентам, сколько вообще способностей существует на свете, то здесь, в общем-то, ответ не арифметический, а алгебраический. Способностей столько, сколько деятельностей. Как только появляется новый вид деятельности, сразу, так сказать, у человека формируются, у людей формируются способности, так сказать, разной степени развития к той или иной деятельности. Ну, допустим, в каменном веке не было способности к программированию компьютера, например. Зато была способность к, там, не знаю, удачной или неудачной охоте, меткой стрельбе, например, и так далее. И обычно при классификации способностей их делят на множество различных категорий по разным основаниям. Вот чаще всего выделяют общие и специальные способности. При этом общие способности важны для практически всех видов деятельности. Сюда относится, например, общий интеллект. И специальные способности, они как раз специфичны для той или иной деятельности. Ну, например, способности музыкальные, спортивные, поэтические, математические, там, шахматные или еще какие-нибудь. Да? То есть вот деление как бы по деятельности, да, по виду деятельности, общие специальные способности. Кроме того, в общем-то, делят способности на репродуктивные и творческие. Да? Вот есть люди, которые замечательно выучивают материал, воспроизводят его и так далее. Да? И есть способности творческие, креативные, которые как раз связаны с тем, что человек способен производить что-то принципиально новое. Есть способности теоретические и практические. Да? То есть есть люди, которые более склонны к каким-то теоретическим обобщениям, к созданию каких-то систем, а есть люди, которые склонны к решению каких-то прикладных задач, к внедрению чего-то в практику, да, и, так сказать, осуществлению чего-то конкретного. Далее, наверное, можно здесь добавить то, что чем дальше как бы, да, вот мы живем, тем больше становится понятно, что есть еще способности коммуникативные, то есть способности к общению. Почему? Потому что чем дальше, так сказать, развиваются различные технологии, виды производства, да, тем больше оказывается важным именно вот этот вот фактор коммуникации, фактор общения. То есть возможность понять другого человека и, соответственно, с этим человеком устанавливать какие-то рабочие взаимоотношения. Вот если говорить о способностях общих, да, то вот здесь можно упомянуть о теме, которая вообще-то является как бы пограничной с возрастной психологией. Да, это проблема IQ, да, интеллектуального коэффициента.
И здесь как раз вот надо сказать, что вот эти тесты IQ, да, их множество, их огромное количество разработано за 20 век и продолжается этот процесс. Значит, они начались с такой французской разработки, значит, в лаборатории Альфреда Бине, французского психолога, который должен был создать некоторый инструмент для отбора детей в школы с обучением на разном уровне трудности. И как раз вот там были разработаны такие стандартизованные шкалы, по которым можно определить так называемый умственный возраст ребенка. А умственный возраст определяется по тому, какой уровень трудности задач доступен большинству детей данного возраста при нормальном развитии, то есть при отсутствии каких-то аномалий, отклонений. И вот как бы с этого момента начался как бы такой вот победный марш тестов IQ на протяжении всего 20 века в психологии. Вот ценность тестов IQ в принципе достаточно высока, но надо очень хорошо понимать, что они имеют достаточно все-таки ограниченную способность предсказания индивидуальных достижений человека в его практической жизни. То есть вот были, так сказать, такие исследования, в которых была получена корреляция не очень высокая, примерно 0,35, там 0,4 максимум, вот между некоторой профессиональной успешностью и IQ. То есть вот здесь, безусловно, огромное значение приобретает вот такая мотивация, да, желание чем-то заниматься, желание работать в той или иной сфере. Вот IQ для этого важен, но не абсолютно. Да, то есть он не определяет абсолютно вот тот результат, который будет получен. И очень, наверное, важный момент, тоже нужно здесь его обозначить, это то, что уровень IQ, так сказать, возрастная норма – это 100, и, соответственно, вот нормальные цифры интеллекта, они колеблются где-то от 70 до 130. Все, что выше 130 – это интеллектуальная одаренность, все, что ниже 70 – это какие-то формы умственного дефицита, умственной отсталости. И вот надо сказать, что творческие способности, они не коррелируют очень высоко с тестом IQ. Эти данные были получены, многократно проверены, и в результате пришлось психологам создавать специальные тесты креативности. Потому что вот оказывается, что при очень высоких показателях IQ могут быть как очень низкие показатели креативности, так, в общем-то, достаточно высокие. И вот самый высокий уровень IQ, который был когда-либо зафиксирован вот при помощи тестов, это 260, это вне всех, так сказать, стандартных нормативов, стандартные нормативы до 150. И вот интересно то, что это как раз тот случай, когда человек был там профессором, там, да, так сказать, был очень продуктивен в различных сферах, он писал и пьесы, и научные, так сказать, труды и так далее, и так далее. И интересно то, что ни один из этих трудов не оказал существенного влияния на культуру и науку. То есть они были на хорошем уровне для своего времени, ну и все. Да? То есть вот одна из таких иллюстраций того, что креативность и IQ – это не одно и то же. Если говорить о развитии способностей, то очень важно здесь отметить вот такое, так сказать, классическое положение, которое гласит следующее. Вот нередко мы с вами в обыденной речи можем слышать у человека врожденную способность к тому-то. На самом деле, с точки зрения психологической, это некорректно. С точки зрения психологической науки это неправильно. У человека не может быть врожденных способностей. И здесь правильно говорить о следующем. Правильно говорить о том, что у человека могут быть врожденные задатки для тех или иных способностей, да, для развития тех или иных способностей, но то, разовьются они или нет, зависит от того, встретится человек с этой деятельностью или не встретится.
То есть способности развиваются именно в деятельности. Когда человек начинает заниматься той или иной деятельностью, в общем-то, вот становится понятно, есть у него к этому способности или нет. Если говорить о категориях как бы способностей, то категории, как бы степенях развития способностей, то здесь традиционно выделяются три основные характеристики. Это одаренность, талант и гениальность. Вот как бы если говорить об одаренности, то это прежде всего такая характеристика такого потенциального плана. То есть это из, так сказать, области того, что человек подает большие надежды в освоении качественном и быстром, да, освоении вот той или иной деятельности, будь это там, я не знаю, программирование на компьютере, сочинение музыки, или, допустим, какие-то спортивные достижения и так далее, и так далее. Да? То есть вот здесь речь идет о том, что вот можно как бы предвидеть какую-то очень хорошую перспективу развития. Это у нас об одаренности. Если говорить о талантливости, то здесь уже предполагается результат. И, соответственно, вот этот результат, он оценивается как некоторый достаточно новый, влиятельный и важный вклад в культуру или в науку вот в той или иной области. И, соответственно, чаще всего речь идет о том, что талантливый человек решает те задачи, те проблемы, которые уже стоят в науке, и он предлагает для них оригинальное, важное, новое, значимое решение. И, соответственно, вот такого человека могут назвать талантливым. Да? Там талантливый живописец, музыкант, ученый там, и так далее, и так далее. Вот. И если говорить о гениальности, то это, в общем-то, действительно высшая степень одаренности, когда речь идет о том, что такой человек способен не просто решить те задачи, которые уже стоят, до которых уже, так сказать, добралась та или иная сфера науки или искусства, да, или еще какой-либо, так сказать, вот, вид общественной практики, да, допустим, там, производство там, и так далее. Вот. Но этот человек способен поставить новые задачи и, так сказать, поставить новые проблемы, которые еще просто не стояли, а он их уже видит. И, в общем-то, тогда действительно человек, которого называют гениальным, он оказывает очень существенное влияние на, так сказать, вот ту или иную культуру или ту или иную область этой культуры. И, соответственно, вот понятно, конечно, что вот этих вот гениальных людей не так много. За всю, так сказать, историю вот, человечества насчитали их где-то от 400 до 800. И, в общем-то, до сих пор идут споры относительно того, вот является ли это, так сказать, нормой, или все-таки это отклонение от нормы. Еще с античности существует вот эта безумная, так сказать, патологическая теория гениальности, когда и Платон и Аристотель, в частности, да, они не во многом соглашались между собой, но в этом они согласились, что гениальность – это вид безумия, да, высокий вид безумия. Как формируются гениальные люди, это, так сказать, в значительной степени, конечно, вот уникальный путь в каждом случае, да, но вот многие генетики, они полагают, что есть определенные, так сказать, генетические предпосылки, наследственные предпосылки, и на их основе возникают вот те или иные выдающиеся гениальные, да, достижения в тех или иных областях науки или культуры, да, или, так сказать, вот какой-то любой области человеческой практики. И вот то, что я бы еще хотела, чтобы мы с вами обсудили из второго уровня организации индивидуальности, то, что касается стилевых особенностей индивидуальности, по-видимому, это надо будет перенести нам на следующее занятие. И я бы хотела поговорить о стилях совладания с трудностями, о стилях вообще, и в частности о стилях совладания с трудностями, которые, наверное, также могут оказаться полезными для того, чтобы нам лучше ориентироваться и в собственных индивидуальных особенностях, и в индивидуальных особенностях окружающих нас людей. Сегодняшнее занятие мы на этом заканчиваем. Благодарю за внимание. А теперь вопрос.